Привет! Я продолжаю говорить о дипломатической истории Первой мировой войны. Это 4-я часть, всего их будет 6. Хотя немецкое вторжение в Бельгию в 1914 году было основным фактором, вызвавшим вступление Великобритании в войну, само правительство Бельгии играло небольшую роль в дипломатических делах, вопросах. Думаю, я поясню немного по поводу немецкого вторжения в Бельгию. Немецкое вторжение в Бельгию было военной кампанией, которая началась 4 августа 1914 года. Ранее, 24 июля, бельгийское правительство объявило, что в случае войны оно будет придерживаться нейтралитета. Бельгийское правительство мобилизовало свои вооруженные силы 31 июля, а в Германии было объявлено состояние повышенной боевой готовности. 2 августа правительство Германии направило ультиматум Бельгии, требуя прохода через страну. Бельгийское правительство отказалось принять ультиматум, а британское правительство гарантировало Бельгии военную поддержку. Правительство Германии объявило войну Бельгии 4 августа. Немецкие войска пересекли границу и начали штурм Льежа. Итак, 2 августа 1914 года правительство Германии потребовало, чтобы немецким армиям был предоставлен свободный проход через бельгийскую территорию. Бельгийское правительство отказало в этом 3 августа. Король Альберт I обратился к своему парламенту 4 августа, сказав: «Никогда с 1830 года для Бельгии не наступал более тяжелый час. Сила нашего права и потребность Европы в нашем автономном существовании заставляет нас все еще надеяться, что страшные события не произойдут». В тот же день немецкие войска вторглись, почти вся Бельгия была оккупирована в течение всей войны, за исключением маленькой территории на Крайнем Западе, которая находилась под контролем бельгийской армии. Само правительство было переведено в город Сент-Адрес во Франции, и Бельгия также контролировала Конго в Африке. Бельгия официально продолжала воевать с Германией, Бельгия никогда не присоединялась к союзникам, однако министру иностранных дел Полю Имансу удалось добиться от союзников обещаний, которые приравнивали к совместным действиям. Великобритания, Франция и Россия пообещали в Сент-Адресской декларации в феврале 1916 года, что Бельгия будет включена в мирные переговоры, ее независимость будет восстановлена и что она получит денежную компенсацию от Германии за нанесенный ущерб. Поясню по поводу Сент-Адресской декларации. Сент-Адресская декларация – это дипломатическое заявление, сделанное 14 февраля 1916 года главными союзными державами Первой мировой войны – Великобритании, Франции и России. Сент-Адресскую декларацию также поддержали Италия и Япония. В декларации говорилось, что державы откажутся подписывать любой мирный договор об окончании войны, по которому Бельгия останется без политической и экономической независимости. В апреле 1916 года действие декларации было расширено и распространилось на бельгийское Конго. На Парижской мирной конференции в 1919 году Бельгия официально утратила свой исторический нейтральный статус и стала первой в очереди на получение репарационных выплат от Германии. Однако она получила лишь небольшую часть территории Германии, ей отказали в требованиях в отношении всего Люксембурга и части Нидерландов. Ей были предоставлены колониальные мандаты в отношении немецких колоний. Поль Иманс стал президентом Первой ассамблеи Лиги наций. Когда в 1914 году началась война, Иманс встретился с президентом США Вудро Вильсоном в Вашингтоне и получил серьезное обещание помощи и продовольственной поддержки. Помощь направлялась главным образом Гувером и включала несколько агентств: Комиссию по оказанию помощи в Бельгии, Американскую администрацию помощи и Национальный комитет по безопасности и противодействию. Война стала неожиданным событием, которое вынудило принять решение о том, следует ли соблюдать союз Германии и Австрии. В течение 6 месяцев Италия оставалась нейтральной, поскольку Тройственный союз существовал только в оборонительных целях. Италия взяла на себя инициативу вступления в войну весной 1915 года, несмотря на сильные настроения населения и элиты в пользу нейтралитета.
Италия была большой бедной страной, чья политическая система была хаотичной. Ее финансы были сильно напряжены, а ее армия была очень плохо подготовлена. Тройственный союз мало что значил как для итальянцев, так и для австрийцев. Вена объявила войну Сербии, не посоветовавшись с Римом. Два человека, премьер-министр Антонио Саландро и министр иностранных дел Сидни Сонина, принимали все решения, как это было типично для итальянской внешней политики. Они действовали тайно, позже привлекая к этому короля. Они держали военных и политических лидеров в полном неведении. Они вели переговоры с обеими сторонами наилучшей сделки, получили ее от Антанты, которая была вполне готова пообещать большие куски территории Австро-Венгерской империи, включая Тироль и Триест, а также сделать Албанию протекторатом. Россия наложила вето на передачу Италии Далмации. Британия была готова выплачивать субсидии, займы, чтобы заполучить 36 миллионов итальянцев в качестве новых союзников. Япония присоединилась к союзникам, захватила немецкие владения в Китае на островах Тихого океана, заключила сделки с Россией, оказала сильное давление на Китай с собственной целью для своего собственного расширения. В 1915 году Япония тайно выдвинула 21 требование к новой хрупкой Китайской республике. Требования включали контроль над бывшими немецкими владениями, Маньчжурией, различные меры политического, экономического и военного контроля. В результате предполагалось превратить Китай в японский протекторат. Гегемонии Японии в северной части Китая способствовали определенные международные соглашения. Например, соглашение с Россией в 1916 году помогло еще больше укрепить влияние Японии в Маньчжурии. Соглашение с Францией, Великобританией и Соединенными Штатами в 1917 году признавали новые территориальные завоевания Японии. Китай был нейтрален в начале войны. Китай был в слабом положении, поскольку японские и британские вооруженные силы в 1914 году захватили владения Германии в Китае. Япония оккупировала немецкую военную колонию в Циндао и оккупировала часть провинции Шаньдун. Китай был финансово хаотичным, крайне нестабильным, политически и очень слабым в военном отношении. Его лучшей надеждой было принять участие в послевоенной мирной конференции, надеяться найти друзей, которые помогли бы блокировать угрозы японской экспансии. Китай объявил войну Германии в августе 1917 года в качестве формальности, чтобы получить право участвовать в послевоенной мирной конференции. Они рассматривали возможность отправки символического боевого подразделения на Западный фронт, но так и не сделали этого. Как известно, в январе 1915 года Япония тайно предъявила китайскому правительству ультиматум из 21 требования. Китай действительно имел место на Парижской мирной конференции в 1919 году. Однако во многом Китаю было отказано, и Китаю пришлось принять 21 требование, хотя требования были несколько смягчены из-за давления США на Японию. Серьезной реакцией на это унижение стал всплеск китайского национализма, выразившийся в движении 4 мая. Румыния с населением 7,5 миллионов человек была нейтральной в течение первых 2 лет войны. У нее были крупные нефтяные месторождения в Европе, и Германия охотно покупала ее нефть. Король Кароль I благоволил Германии, но после его смерти в 1914 году король Фердинанд I и политическая элита страны отдали предпочтение Антанте. Для Румынии наивысшим приоритетом было отнять Трансильванию у Венгрии, таким образом добавив около 5 миллионов 200 тысяч человек, 54% или 57% из которых были румынами. Союзники хотели, чтобы Румыния перешла на их сторону, чтобы перерезать железнодорожное сообщение между Германией и Турцией и перекрыть поставки нефти в Германию. Британия предоставила кредиты, Франция направила военную учебную миссию, а Россия пообещала современные боеприпасы. Союзники пообещали по меньшей мере 200 тысяч солдат для защиты Румынии от Болгарии на юге и помощи ей во вторжении в Австрию. В августе 1916 года Румыния вступила в войну на стороне союзников. Румынская армия была плохо обучена, плохо экипирована и имела неадекватный офицерский состав. Румыния вторглась в Австро-Венгрию, но вскоре была отброшена назад и столкнулась со Вторым
фронтом, когда болгарские войска при поддержке немецких и османских войск вторглись в Добруджу. К концу 1916 года 2/3 страны, включая столицу Бухарест, были оккупированы центральными державами, и только Молдавия оставалась свободной. Обещания союзникам оказались иллюзорными, и когда румынские нефтяные месторождения оказались под угрозой, британцы уничтожили нефтяные месторождения Плоэшти, чтобы уберечь их от немецких рук. 22 июля 1917 года Румыния начала совместное с Россией наступление против австро-венгерской первой армии в районе Мерешти, результатом которого стала битва при Мерешти. Несмотря на некоторый первоначальный успех, контрнаступление центральных держав Галиции остановило румыно-русское наступление. Последующее наступление Германии и Австро-Венгрии с целью выбить Румынию из войны было остановлено румынскими и российскими войсками. В дальнейшем в России начались внутренние серьезные проблемы. В конце 1917 года румынское дело было безнадежным, и у Румынии не было другого выбора, кроме как заключить 9 декабря 1917 года Факшанское перемирие, а в мае 1918 года Бухарестский мирный договор. 10 ноября 1918 года, когда все центральные державы капитулировали, Румыния снова перешла на сторону союзников. Одной из целей союзнической дипломатии в 1915 году было переключить Грецию с нейтралитета на поддержку. Ее расположение было идеальным для операций на Балканах против Австрии и против Турции. Союзники предлагали заманчивые выгоды, включая греческий контроль над Южной Албанией, Кипром и Смирной. Греческое правительство было глубоко расколото. Король Константин I ожидал, что победит Германия. Правительство премьер-министра Элефтериуса Венизелоса ожидало, что победят союзники. Обе стороны согласились с тем, что успех и экспансия Греции зависят от победителя. Греция оставалась нейтральной. В 1915 году Венизелос предложил союз с союзниками, а в качестве вознаграждения Греции должны будут предоставить контроль над Константинополем. Россия наложила вето на греческое предложение. Венизелос был вынужден уйти в отставку, но по парламентским выборам в июне 1915 года он вернулся к власти. Венизелос разрешил союзникам использовать Салоники в качестве порта для нападения на Болгарию. Но Греция так и не была союзниками. Союзным армиям не удалось продвинуться дальше Салоник. Летом 1916 года афинское правительство при короле Константине I передало форт Рупель немцам, назвал это актом нейтралитета. Сторонники Венизелоса судили это как предательство. Союзные войска вели войну с базы Салоников, вступив в бой с болгарскими войсками, когда они вторглись в Грецию в августе 1916 года в битве при Струме. Британские и французские войска высадились в Афинах в декабре 1916 года, надеясь свергнуть короля, но потерпели неудачи и были вынуждены отступить. Затем союзники блокировали греческие районы, поддерживавшие короля, и, наконец, вынудили его отречься от престола в июне 1917 года. Его сын стал королем и поддержал Венизелоса. В конце концов, Греция объявила войну центральным державам 30 июня 1917 года. Движение на фронте было незначительным до весны 1918 года. После победы союзников Греция ожидала получить большой территориальный кусок Турции в качестве трофея, но она потерпела военное поражение в греко-турецкой войне 1919-1922 годов. Греции досталась только западная Фракия. Ее самым печальным наследием стали глубокие политические и социальные потрясения, известные как национальный раскол, которые разделили Грецию на два враждебных политических лагеря на протяжении нескольких поколений.